Приветствую, друзья! С продукцией компании Fofine мы с вами встречались уже неоднократно. На мой взгляд, они делают самые прозрачные по характеру USB-микрофоны. Однако сегодня мы узнаем ее с несколько иной стороны, а именно как производителя недорогих полноразмерных наушников, базируются которые на довольно внушительных 50-мм динамиках, имеют сменный кабель с эффектом растягивания, как у настоящих студийных моделей, а также чрезвычайно вкусную цену менее чем в 3000 рублей. Будем с ними сегодня разбираться. Собственно, H8. Поехали! Пришли наушники в небольшой, но хорошо оформленной коробке с изображением самой модели, описанием ее основных достоинств и позиционированием как студийные мониторы. Из характеристик нам обозначили только сопротивление, равное 32 Ома. В комплект положили инструкцию, гарантийную карточку и два пружинистых кабеля 3,5 на 3,5 мм и 3,5 на 6,35 мм. Лично мне такой формат очень нравится, оценил его много лет назад еще на Sony MDR7506. Минус отнесу лишь их сопротивление, равное 1,6 Ома на каждой из жил. Это, прямо скажем, многовато. Сами наушники имеют закрытую полноразмерную конструкцию с 50-мм динамиком на борту. На голове они сидят неплохо, не уровень Сивга, конечно, но сойдет. Главное, что ничего никуда не тянет и чрезмерно не давит. Оголовье здесь цельное, с мягкой подложкой из поролона. Регулировка происходит с довольно грубыми, но тактильно приятными щелчками. Единственное, чашечки, как у SV021, наделены лишь одной степенью свободы, наклоняясь по горизонтали примерно на 45 градусов. Хотя в моем случае дополнительная регулировка здесь и не требуется. Амбушюры нормальные, за 3000 рублей ждать кожи ягненка было бы очень наивно. Строчка ровная, ухо внутри умещается и умеренно потеет. Кабель подключается только к левой чашечке, что многие отметят как удобство. Смущает только странная рожица на их внешней части. Как-то это несерьезно. Впрочем, критичным я данный аспект тоже не назову. Вот так вот это, друзья, все и выглядит. По своей же подаче герои обзора действительно оправдывают звание мониторных. С ними мы имеем нейтральное такое звучание с правильным позиционированием объектов и неплохим разрешением на средних частотах. Сильно в детализацию модель, конечно, не уходит, но и какого-то недостатка в этом плане я лично не заметил. Однозначно могу рекомендовать H8 для разнообразных компьютерных игрушек. Для нужд же воинствующего меломана здесь ничего особенного нет. То есть звучит все нормально, но без экспрессии, характера или попытки что-либо приукрасить. Тут главное, что нет никаких проблем со сценой и с прорисовкой тембров. Остальное уже дело вкуса. Нижний бас очень глубокий, но не сильно разборчивый, что хорошо для игры кино и удовлетворительно для музыки. По выразительности и мелодике у меня вопросов нет. Они не задавлены, и этого вполне достаточно. Серединка тоже не особо прозрачная, но, как я уже сказал, проблем с передачей нюансов в ней нет. Высокие ожидаемо при такой цене отведены на второй план, что и прекрасно, так как они не режут, не свистят и не дают сколь-либо значимых искажений. К источнику модель не особо требовательна, как и к стилистике. В них, в отличие от более дорогих Сивга, можно слушать даже оркестровую или другую мультиинструментальную музыку, так как они не балуются с расширением стерео и способны передать сцену в глубину. Не идеал, конечно, но никто не ждет идеала менее чем за 3000 рублей. Главное, что в них действительно можно производить более-менее корректный мониторинг, как и было заявлено производителем. Ничего плохого не скажу, за свои деньги отличные ушки, без лишнего гула, ваты и бубнижа. Итогом, динамические наушники Fofine H8 вполне неплохо для своей цены выглядят, имеют нормальный прижим, 50-мм динамики, сменный кабель и закрытую полноразмерную конструкцию. По подаче же это действительно уклон в нейтральность и мониторность, да, без особо скрупулезной прорисовки, но в принципе достойно. Очень хочется подчеркнуть отсутствие здесь подсвечивания высоких частот, как любят делать, например, в Bayer Dynamic, и правильное восприятие сцены, чем не может похвастаться
справится даже Сивга. Просто нормальный звук при ультра низкой цене. Если ничего дороже вы не рассматриваете, то это очень достойный выбор. Но лично я бы ориентировал его скорее для игр. Успел погонять просто шикарно. А на этом у меня все. Это были наушники Fofine H8. Всем добра, подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем добра!